Привет, дорогие друзья! Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон, и мы продолжаем свою работу на караван-салон Дюссельдорф, главное событие в мире караванинга в Германии. За моей спиной сейчас вы видите прицеп Airstream. Airstream — это культовая американская компания, производящая вот такие прицепы, и мы стараемся на выставке вам показывать не только то, что уже часто мы видели, и то, что часто приезжает в Россию, а и просто что-то интересное и необычное, и, возможно, вы этим заинтересуетесь. Мы будем отслеживать комментарии, пишите, что бы вы хотели увидеть. А сегодня смотрим Airstream. Возле меня находится Airstream 25IB, 25, по идее, 25 футов, то есть около 10 метров его длина. Вообще, Airstream — это культовая американская компания, была основана в 1929 году. Уолли Байем ее основал, и он, в принципе, был таким одним из первопроходцев караванинга, то есть он сначала пытался на Форд Т построить караван какой-то, потом это не очень получилось, и он создал концепцию, как за $100 создать, собственно говоря, какой-то караван, придумывал что-то, продавал в том числе сами идеи, так сказать, лайфхаки, как бы сейчас бы сказали, о том, как это сделать, и был во многом первопроходцем, то есть он находил какое-то стороннее оборудование, такое как холодильники, например, и придумывал, как это интегрировать, а то, чего еще не было на рынке, он заключал с заводами какие-то договоренности и просил их создать это дополнительное оборудование. Сейчас же мы видим европейскую версию, переосмысленную, так сказать, этого прицепа, то есть взята вот эта основа американского культового прицепа и уже в Европе переосмыслена под какие-то современные требования европейцев, оставлен внешний вид и внутри какая-то современная уже начинка, привычная нам. Давайте же посмотрим, что там, собственно говоря, внутри. Напоминаю, что мы решили вам показать достаточно большой прицеп, двухосный, и, конечно же, тут все так очень просторно. В передней части, мы сейчас находимся в передней части, мы видим вот эту столовую группу, которая, конечно, трансформируется в спальное место. Вообще здесь все прицепы, и большие, и маленькие, Airstream представлены, заявлены на 4 максимум спальных места. То есть это такая концепция, чтобы немного там людей было набито, а чтобы у них был максимальный комфорт. Эти прицепы, в принципе, про комфорт, и вот этот дизайн мне напоминает такую модную сейчас концепцию лофт. То есть, знаете, с одной стороны, это вот эти вот все прозрачные матовые какие-то покрытия, где-то какой-то глянец и так далее, которые сразу же рядом с заклепками вот этими металлическими в кузове. То есть, мне кажется, сейчас вот это, поскольку есть вот эта мода на лофты и так далее, это максимально применимо. В другом прицепе я видел такой каталог с кожаными вариантами вот обивки, то есть вот эта кожа, может быть, там куча цветов. В столовой у нас вот эти вот кожаные диваны, в принципе, здесь достаточно просторно, и столик двигается во всех положениях. Правда, хочу заметить, он как-то вот, по крайней мере, в поднятом состоянии столика выглядит вот так вот, справедливости ради, хлипковато. Вот. То есть он гуляет. Но, наверное, когда он опустится и ляжет на специальные ползунки, надеюсь, здесь все рассчитано и будет достаточно прочно это выглядеть. Но сейчас вот не могу не обратить на это внимание. Не то чтобы это мешает, но есть такое. Что в остальном? В остальном хочу сказать, вот, есть одно отличие, которое мы до этого не встречали. Смотрите, москитная сетка, она полностью статичная, то есть, ну, ее нельзя сдвинуть, ее нельзя вообще убрать с окна. Есть, конечно же, вот шторка, но чтобы открыть-закрыть окно, у нас вот такие вот реализованы специальные ползуночки, и мы все это делаем как бы через москитную сетку с той стороны, и далее фиксируем вот этими зажимами уже непосредственно само окно, чтобы его на ходу не открыло. Это выглядит достаточно необычно и своеобразно, по крайней мере, мне непривычно. Розеточки у нас здесь разместились, выключатель розеточка, светодиодная очень приятная подсветка, вот эти маленькие узенькие окошки в кухне, и стоит вентилятор. Я сначала подумал, мы просто поставили для интерьера, но он здесь стоит в каждом прицепе, так что, наверное, он является его какой-то логической частью. Здесь у нас столешница, очень приятная на ощупь, такая прям массивная, видимо, это какая-то полимерная, типа эпоксидная какая-то, а может быть что-то типа искусственного камня уже сделано с эпоксидом смешанное, не знаю, но прямо она такая классная, не пластиковая, не пленка, обклеенная точно. Металлическая раковина внутри, такая квадратная. Все это прям максимальный вот стиль, то есть стиль это прямо вот про этот прицеп. Кран изогнутый, ну, в принципе, вот вы сами видите. Дощечка закрывает половину мойки, возможно, где-то в ящиках есть вторая часть. Нет, здесь у нас пока что полотенце, давайте сразу изучим ящики. Здесь у нас уже посуда какая-то лежит, то есть максимально здесь. Кстати, хочу отметить, что нету никаких фиксаторов, никаких на ручках, на всем этом ничего нет. Вот, посуда у нас, пожалуйста, лежит. Оп, в стиль.
потому что ящики реализованы таким образом, что они сразу, ну, их можно открыть, просто потянув, но при этом они, конечно же, фиксируются, как это положено в автодомах. Я не нашел второй части доски, может быть она есть, может быть ее нету, но на самом деле не суть важно, если она есть, то это вот вторая такая половинка. Плита, как вы можете видеть, не врезанная какая-то отдельная часть, она такая вот цельная и выходит сюда, и все это тоже делает максимально это каким-то домашним, уютным, стеклом это закрывается. Плита от Тедфорд с духовым шкафом, газовая. Наверху, кстати, подсветка спрятана за вот такие полупрозрачные матовые двери, а над моей головой разместился холодильник. Ой, кондиционер, это я уже смотрю на холодильник. Холодильник Dometic, универсальный, открывается в две стороны, что очень классно. Не знаю, правда, зачем это здесь. Обычно их ставят в проходе, когда у нас столовая находится с одной стороны, кухня с другой. Ну, потому что это дорогой холодильник и более такой премиальный. Но здесь это тоже сделано. Хотя столовая и кухня находятся с одной стороны. Но видите, чтобы было удобно, красиво. Просят не открывать, а я открыл. А знаете почему? Потому что хозяева стенда прячут там конфетки в этом холодильнике, поэтому просят не открывать. Двигаемся в основную спальню. Гардероб у нас здесь. Здесь лежат сейчас каталоги. И да, такая палка почему-то на нее надета, вот можете видеть. Какая-то резиновая вещь, я подумал, это трубка какая-то, нет, это просто у нас палка, чтобы вешать, собственно говоря, вещи. Здесь тоже все шкафчики просто мы тянем, и они открываются, но при этом есть фиксаторы, то есть надо приложить некое усилие, и на ходу вот они, видите, открываться не должны. Я думаю, это продумано. Еще два ящика, и снизу какие-то дверки, и ящики тоже присутствуют. Основная спальня у нас, конечно, просто царская. Вот такая огромная, очень мягкая кровать. Я прямо сел, и все. Не будет больше роликов с выставки, потому что я здесь утону, усну сейчас. С электрическим приводом она у нас выезжает вперед. Мы нажимаем вот такую кнопочку, и, соответственно, кровать опускается изголовье, если нужно, и увеличивается в свое, так сказать, полноценное спальное место, а днем можно просто поднять, и будет такой как бы диван, и не будет съедать место у прохода. Телевизор напротив. Не знаю, честно, где спрятали кнопку от того, чтобы он уезжал вниз, но он уезжает вниз вот в этот шкафчик. Сейчас попробуем найти. Нет, это просто у нас свет. В общем, как выяснилось, нет здесь все-таки кнопки, вручную опускается телевизор, но мне, как любителю всего ручного, это даже нравится. Я люблю, когда не надо никакие кнопочки нажимать, и если сядет батарейка, все равно будет все работать. Шкафчики я вам не открыл, не показал на кухне и в столовой, но они, в принципе, везде одинаковые. Вот, если мы их откроем, вот такое пространство, за ними свет. В принципе, везде они сделаны одинаково. И, конечно же, я хочу вам показать вот эти замечательные фонарики, полностью металлические, на гибком приводе. Если мы нажимаем коротким нажатием, включается такая синяя подсветка ночник. У нас где-то у Адри есть похожие, где кнопочка синеньким светится, здесь светится сам светильник. А если нажать и подержать кнопку, включается такая вот лампочка для чтения или для чего-то еще. USB розетки, 220 вольт и, конечно же, включение, отключение всего света у нас здесь присутствует. А это у нас... А это я не знаю, что у нас. Давайте посмотрим туалет и душ. Это прямо настоящий санузел, и здесь, я даже не знаю, это прям назвать просто туалетом, язык не поворачивается. Места здесь действительно очень много, то есть тут над моей головой тоже вот 1,80 м, и вот еще сколько, сантиметров 20 остается. То есть места много. Туалет Тедфорд с электросмывом, в принципе, стандартный. Кстати, он как-то здесь визуально выбивается. Здесь все настолько по-домашнему, изящно, элегантно сделано, что вот этот туалет здесь как будто не своей истории, немного визуально. Но, наверное, это такой самый практичный все равно туалет, который здесь тоже, ну, как бы вот этот унитаз-биотуалет, который здесь тоже использован. Раковина, все как я люблю. Чаша стоит на столешнице, только она здесь действительно не пластиковая. Это керамика. Конечно, наверное, это утяжеляет вес, но тем не менее, вот здесь керамическая такая раковина-чаша и огромная столешница рядом. То есть прямо личные вещи можно здесь класть сколько угодно. Сбоку есть ящичек небольшой для каких-то полотенец, которые в данном случае здесь и лежат. Под нами внизу, конечно же, тоже раз дверка, два дверка, три, то есть много всяких дверок для хранения всего и всея. И давайте посмотрим душ. Он у нас спрятался за этой дверью. Вот, то есть эту дверь я закрыл, мы как бы отгородились от жилого пространства и вот полностью находимся в этом санузле нашем. Стеклянная дверь в душевую кабину. И не буду заходить туда, пачкать своими ногами. Как видите, рост здесь более чем я умещаюсь. Такая очень классная
обтекаемая пластиковая вот эта душевая кабина, белая, с синей подсветочкой, и, конечно же, есть яркая, обыкновенная, светлая подсветочка. То есть синий — это если вы хотите здесь, я не знаю, посидеть под теплым душем, помедитировать, наверное, сделана такая подсветка. Давайте сам душ посмотрим. Душ вот какой, с кучей каких-то режимов в самой лейке. То есть прямо максимально домашний комфорт здесь во всем. При входе у нас разместился еще один телевизор, который как бы для столовой группы или для этого спального места, то есть все так разделено. Дальше пульт управления основной системой жизнеобеспечения прицепа в данном случае. И вижу пульт управления ALDE, стандартный, то есть жидкостное отопление ALDE здесь установлено. А выше это медиаплеер, я тут сейчас пощелкал, очень классный. То есть здесь есть радио, AM, FM, AUX и, конечно же, Bluetooth есть. Не стал я здесь лезть со своим телефоном, ломать, так сказать, атмосферу, но нашел классную функцию. Вот этим колесиком мы можем регулировать звук по зонам. То есть если мы на него нажмем, мы можем переключаться и менять звук отдельно в одной части прицепа и в другой. То есть он разделен. Наверное, это еще как-то с телевизорами также работает. Культовый прицеп Airstream мы сегодня с вами посмотрели. Производство этих прицепов мы уточнили в Америке. То есть это просто версия, полностью адаптированная для Европы по всем европейским стандартам. И вот немецкий офис продаж здесь их выставляет в Дюссельдорфе. У меня крайне приятное впечатление, то есть это очень просторный такой классный прицеп, внутри много места. Цена его здесь, в Европе, 130 тысяч евро. Достаточно так как бы немало, но это Airstream, то есть это реально культовый, надежный, классный, полностью вот такой металлический прицеп, выдерживающий всю стилистику и вообще стандарты американских прицепов. Пишите в комментариях ваше мнение, интересен вам был такой обзор и интересен ли вам этот прицеп, как думаете, применимо ли это в России, а также, конечно, подписывайтесь на канал, мы работаем сейчас в Дюссельдорфе, напоминаю, и будут отсюда еще разнообразные обзоры. Не проматывайте финальную шапку, там мы оставляем тоже ролики. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!